И последняя штука, это тоже от комаров. То вешаешь на стенку, и вот эти тоже ловят мух, комаров. Если кому нужны маленькие баночки, фигурные, большие, банки, склянки, закатки, бутылки, соки. Там вот здесь черешня 6,50, вишня 6,50, клубника 5,60. Это, наверное, греческая. Эстонская клубника 9 евро. Все на месте. И все скажут «Здравствуйте». Сейчас такие все довольны, скажут «Здравствуйте». Какое небо. А время, видите, да, 2:04. Белые ночи в Эстонии. Здравствуйте, мои хорошие. Теря вам всем с побережья Чудского озера. А сегодня видео о том, как мы уехали в Таллин еще перед Янипав, перед Ивановым днем, потому что сам праздник я вам уже показала, как здесь празднуется на побережье Чудского. А вот как мы были в Таллине, как раз вы еще не видели. Там и распаковка посылок, и, в общем, всякое такое. Так что приятного просмотра. А потом, после, когда мы... Привет, друзья мои. Это я как-то из-под дождичка, так сказать. Мы сегодня в Таллин уезжаем, дела. Едем на мероприятие 22 числа. Вот Янипав уже в Таллине. А у нас дождь. И, естественно, когда гроза и ливень, Яне надо ехать. Далеко-далеко. Ничего страшного, надеюсь, не случится с нами. Да, Кристина? Кристина со мной съездит, а мама решила остаться. Она не хочет туда-сюда кататься. Сказала, будет караулить. У нас расцветает жасмин. Да, знаю, что это не жасмин, а чубушник или какой-то там чего-то. Но, в общем, бабушка всю жизнь называла это жасмином. Пахнет уже очень. Эти лепестки потом в чай тоже жасминовый. Один куст, там вот белый шиповник еще сбоку у машины. А это поилка для птиц. И второй куст тоже. Кстати, огород вам хотела показать. Это мы с вами уедем. Огород вам не успею показать. Но мы ненадолго. Я постараюсь вернуться быстро. Лук взошел. И видите, как он забивается вот этими штучками. На машине их сейчас целую гору. Вот прямо вот эти коричневые. Прямо горстями забираешь. Огурцам очень понравилось. Над палки длиннее для них. Огурцам очень. Кабачки вообще прямо так, как будто я не знаю, сколько им уже. Так, как будто они здесь всегда были. Им это понравилось. Ну, как-то так. Вот, а и здесь тоже распускается уже жасмин. Пахнет хорошо после дождя и во время дождя. Гроза. Все это прекрасно, но нам надо с вами в Таллин. Ненадолго, но надо. А здесь, кстати, уже помидорчики. Здесь уже полно помидорчиков. И цветут, и вот созреют настольные помидорчики. Ой, как запахло помидорами, боже, от пальцев. Так что мы с вами в машину и вперед. Угу, слыхали, да? Ну, говорят, что когда дождь в дороге, это хорошо. Сюда мы тоже приехали в дожде. Ну, что ж делать, ничего. Наверное, съездим через заправку с Кристиной, кофе выпьем. Мы сегодня как-то тут не обедали, не это. Там перекусим, может, что-то. Ну, ничего, мы с музычкой весело доедем. А вы с нами, конечно, вы с нами. Кстати, градусов на улице плюс 21. В принципе, хорошо. Говорят, что на Сааремаа, на острове, очень сильный ливень, град и так далее. Но вот у нас пока так. Но тоже порывы ветра чувствую. Вроде светлеет, но грохочет знатно.
А мы в Таллине. Мы приехали с подмузычкой очень быстро. Да что же это? Все, мы дома. Я даже не знаю, что тут делать. А как тут живут. В Таллине очень тепло. В общем, мы то тут, то там. Надеюсь, завтра после палатки мы с вами опять на озеро рванем. Вот, а сейчас мы приехали. Опять надо приживаться, опять как-то все чуждо, но все очень чисто, вымыто, видно, нас ждали. Мне надо самой в душе какая-то вся. Доброе утро, мои хорошие. Теря вам всем из Таллина. Мы уже дома, проснулись. Спала плохо. Отвратительно спала, не могу, новое место. Так, все шумно, так это вот машины. Городской вот этот шум, не, на дачу. Теперь хочу обратно срочно на дачу. Но у нас сегодня дела здесь, и вечером мероприятие в палатке центристской, поэтому я здесь. Ну, а сейчас, пока мы еще не убежали, я вчера получила посылку, и в ней она ждала меня дома. Это посылка с Тему. Давайте посмотрим, что на этот раз прислали. Берем с вами посылочку. Что у нас тут? Что нам привозили? Что-то как-то у меня поутихла страсть к этим посылкам. Вроде все как-то заказала, все получила. И больше как-то я смотрю там на сайте лазю, что-то мне как-то больше ничего не хочется. Успокоилась, пережила, наверное, наплыв страсти. Наигралась, в общем. Ой, сколько здесь всего. Это коробок, ну давайте смотреть. Так, по очереди. Ух ты. Это на дачу. Здесь практически все на дачу. Вот такая подвесная лампа, светильник на батарее. Куда-нибудь на сирень, и она от солнца заряжается, и будет вот от нее такой цвет очень красивый, кружевной, мне так кажется. Или можно просто на стол, на веранду или куда-то. Ну вот это мне еще вот хотелось. Светильники, вот такой светильничек. Большой он, я не ожидала даже, что он такой большой, крупный. Это хорошо. Ну вот, попробуем. На дачу повезем. Так, это их, по-моему, было несколько. По-моему, я их несколько заказывала. Ага, вот еще второй такой же. Потом я очень заказывала много от комаров, от мух. Вот эти штуки, ловушки всякого рода, лампы. Потому что мухи уже начали докучать. Это мы с вами... У нас есть уже такие аналогичные, но они как-то довольно быстро выходят из строя. Лампы на ножка здесь, и от них очень красивая кружевная тень. Но как-то они довольно быстро выходят из строя. И вот сейчас у меня на тесте стоит там 4 штуки, одна из них только работает. А они очень красиво, когда от солнца заряжаются, и вечером от них кружевная тень на траве, конечно, если трава хорошо скошена. Или вот таких я заказала коробку 6 штук. Светильники для участка. Тоже с вами на дачу увезем. Так вот, к теме о комарах. Синяя лампа там вроде работает, но как-то мало. И поэтому, чтобы было много, я заказала в каждую комнату, в каждое помещение даже, скажем так, не в каждую комнату, в каждое помещение. Вот от всех этих мух и от комаров. Ну, это хорошо опять тестировать. Ой, какая здоровая. Что-то я не думаю, какая она здоровая. О, это натуральная ракетка. На подставку и ракетка. Но зато здесь площадь больше, здесь мух поймаешь больше. Ну, давайте все это тестировать на даче, да? Ой, что какая-то она огромная вообще. Ну, может быть, на улицу. Ну, не знаю. Я что-то думала, она меньше. Как такую байду ставить? Но так она выглядит.
убивает комаров и мух, потому что мухи надоели. Комаров нет, но это в этом году нет, на следующий день. Так, что еще? Может, еще одна лампа. Я разные конфигурации заказала в разные помещения. Там на кухне, в комнате одно, а вот еще лампа. Я думала, наверное, что они маленькие, вот эти вот круглые, здоровые такие лампочки. Ну, красиво. Зато их не будет немного, но они крупные, потому что вся эта мелочь, которая там стоит везде на дорожках, они как-то эффекта не имеют. Куда столько-то? Куда столько-то, подождите. О, еще один. Я, наверное, думала, что они маленькие, что я их развешу на деревья. А они огромные, но они дешевые такие были, хорошие. Еще одна тоже от комаров. От мух. Комаров нет, а вот мухи. На все эти там липучки мухи садятся, но как-то они от них вылезают. Спасаются легко. Вот тоже эти вот такие лампы. Посмотрим, может быть, это сработает лучше. Сюда садятся где-то мухи, и вот как-то они там... Треск такой, и после треска мух нет. Все от комаров, от мух, ну там всякое, знаете, и слепни, и все это. На озере это очень... Ну, это я раз заказала, посмотрим. В прошлом году, помните, какая у меня была страсть к фонтанам? И ко всем этим тоже я там заказала впрок. В общем, у меня этого всего теперь полно. Теперь еще от мух защита от комаров. Теперь я успокоюсь, наверное. Это надо все будет тестировать. Но вот якобы, да, они излучают чего-то там. И вот мухи на этот фиолетовый цвет летят, свет, и трещат и дохнут. У нас там потрещало пару раз, мы аж вздрогнули. Там оказалось там какой-то комар или муха. Так, еще одна какая-то штучка. Надо было мешок запихать и на даче все это открыть. Здесь для дома у меня ничего нет, наверное. Так, это тоже что-то такое. А что, уже и не помню. Это, по-моему, Акубанк, который заряжает телефон, а без провода просто прикладываешь, и он заряжается, по-моему, как-то так. Потому что все эти Акубанки там, да, мне иногда надо, чтобы на заднюю крышку просто телефона шла зарядка, не занимая гнезда и так далее. Ну, это, в общем, для меня такое. По-моему, это, если я не ошибаюсь. По технической части, вот по там вот эти всякие палки, да, кубанки для съемок, там очень много всего интересного. Зарядку для телефона, часов, наушников. Не знаю, как она будет с какой скоростью заряжать. Но мне надоело бегать часы туда, наушники сюда, а здесь все в одном. Сюда наушники, по-моему. Нет, вот наушники, сюда часы и сюда телефон. И все заряжается одновременно. С какой-то скоростью все будет и качеством заряжаться, это мы с вами тоже будем смотреть. Но так было бы удобно. Часы, наушники и телефон. На дачу беру тоже, там буду делать это все. Кабель какой-то заказывал, бесконечно тоже нужно. Потому что когда стримы ведешь, на это не хватает провода, на то не хватает провода. Этот какой-то со скоростью здесь еще показывает, как он заряжает или что-то в этом духе. Вообще они все очень слабые. Это последняя моя попытка нормальную штуку, вот эту кабель получить, потому что мне они не нравятся. У меня последний раз стрим в ТикТоке как-то еле вытягивал. Тоже вот был какой-то стем, кабель этот, и плохо было. Так, тут тоже что-то. Адаптеры, по-моему, какие-то. Ну, технические вот эти все. Да, адаптер.
на разные разъемы. На Type-C и на USB. Не видно. На Type-C и на USB. Вот такие адаптеры. Адаптер один. Это теннисная ракетка? Нет, Вы Вась. в теннис играете? Нет, не в теннис, это муха Бойко, иди нафиг. Я думала, она маленькая. Прекрати ржать надо мной. Это теннис, а мячик есть? Мячик комар. Муж смеется надо мной на размер теннисной ракетки, да, но я думала, они меньше, ну смешно, боже. Ну а зато, когда больше площадь, есть вероятность, что они сядут на туда. Да ну тебя. Да, бадминтон тебе, конечно. Бадминтон тебе, конечно. Вот еще одна. Эту я хотела тоже куда-то присобачить. Здесь комары, мухи, даже мыши. Это может быть куда-нибудь в гараж, что ли. Жуки там вот тоже, чтобы... Ну, в общем, не знаю, набрала и... Короче, я что-то это уже все. Отыгралась, мне кажется. Больше я не хочу. Я уже перестала листать тему. Как-то я остыла. Ну, в общем, будем изучать что-то. Это, по-моему, мне один из зрителей наших прислал, что вот как у него там это хорошо работает. Я на него посмотрела и тоже заказала. Все это, знаете, заказано когда, и все уже забыто, что там заказано. Так, здесь тоже для дачи. Значит, здесь мне пришло в голову такое, что... По-моему, кладется не то в ведро этот шланг и разбрызгивателем вместо лейки, чтобы не таскать эти лейки. Не знаю, что мне вдруг тыкнуло, но мне вот надо. Тоже соберу на даче, покажу, ладно, это все. Да, как-то там разбрызгивается из ведра, не надо таскать лейку. Такое впечатление, что у меня там, знаете, не огород, одна грядочка, а целый сад, как у нормальных людей. Не знаю, что у меня это. Ну, бывает. Еще одна какая-то штука. Это я не помню, что. Да, вот еще один какой-то я придумала. Тоже шланг. Куда-то чего-то пихать. Уже не помню, честно говоря, что. Но это все для дачи. Здесь косметичка 105-я. Покупаю, все мне мало. Мне вот таких вот органайзеров просто. Я на даче поставила там все эти органайзеры, футболки, то все в коробке. Мне так понравилось. И здесь вот тоже. Куда-то телефон, куда-то адаптер, куда-то все. И вот это вот куда-то в сумку себе же. Вот это очень хорошие органайзеры. Мне очень надо. Так, еще одна глупость, еще одна радость. Значит, натерли кабачок, допустим, или там творог или что-то, да, забрали в это вот сито, в этот мешок, так вот затянули и отжали, чтобы все равно руками жмакать, но все равно у вас эта жидкость вытечет, и это вот такое для творога, и я для кабачков. На трусы похоже. Нет, на шапку для душа. Не перепутать бы. Ну, что-то в этом духе. Короче. Да. Кажется, я наигралась во все это. Здесь у нас еще какая-то ерунда. Брелки от комаров. Тоже повесить вроде чего-то, и комаров не будет. У нас их и так нет в этом году. Они уже как узнали все это, так и все исчезло. И последняя штука, это тоже от комаров. Господи, я тоже думала, она маленькая. Это еще в одну комнату. Вешаешь на стенку. И вот эти тоже ловят мух, комаров и так далее. Но я не знаю, думала, она маленькая. Но если маленькая, там площадь маленькая, тогда они тоже не попадутся. Ну, это, в общем, вся посылка для дачи, чему я очень рада. Во всяком случае, дом я точно не захламощу ничем, а на даче все это пригодится. Бадминтоновские точно розетки эти. О, Господи. Ну, в общем, вот такая, не знаю, ерунда, наверное. Ну, посмотрим, как это все будет работать. Поглядим. Пока все.
Ну вот столько всего присылали. Еще одна посылка у меня где-то висит. И что-то я не поняла, как-то написано, что она у вас не то потерялась, не то задерживается. Что-то мне это не понравилось последнее. Ну, в общем, вот это все мы с вами заберем на дачу. Ну, Приехали сдавать нашу неудавшуюся радость. Гриль. Распечатали возврат. Идем сдавать. А здесь 27 октября. Не по другому адресу. Мы в другое место поедем. Вот. Объехали мы весь Таллинский аэропорт, приехали куда-то сюда. Все, вернули. Возврат сделали, причем сделали вообще в Омниво. В ДХЛ нас послали мягко. Нет, очень вежливо. Оно и должно быть в Омниво. Да, ну в общем, это, короче, в Омниво мы сдали. Теперь будем ждать деньги на счету. Хочу вам сказать, любой вот этот возврат, это всегда гемор. Туда поехали, туда не сюда, не туда вы объехали. Это терпеть не могу этими возвратами заниматься. У меня это всегда почему-то какие-то сложности. Не люблю вот это. В общем, машинки у нас нет. Что теперь делать? Вы кто-то советовал из подписчиков, что... Или это в Фейсбуке, не помню где, слали мне ссылки на то, что там где-то дешевле и так далее. Но она маленькие, они по диаметру, то, что вы шлете дешевые, они очень маленькие. Пробегусь по магазинам. У меня там лейка треснула маленькая с длинным носиком. Миска треснула одна. Вот. В Теспи заехали, взяли вафель. Там такой вот к чаю сейчас в магазине. В Юск хотела еще немножко по рыночку пробежаться. Здесь хотя бы местному, знаете, местный, который около домов. Потом мне уже на мероприятие надо. Сегодня с вами уедем. Вот здесь такой 1001 мелочь. Мне здесь нужна леечка, мисочка. Ну-ка, белиберда. Здесь всякое такое, знаете. Я люблю, когда всякое. Тут и для грилей, кстати, для всего есть. Ну, какой агрегат. Видали? Всякие разные. Так, свой мы с вами сдали. Тут и всякие плавательные круги сейчас со скидками. И для заготовок всякие ведра, крышки, бутылочки. Тут всякого полно. По хозяйству мне вот мисок надо. Треснули просто миски для готовки вот такие. Вот сейчас как раз минус 20%. Плоть плотный. А мы тут клиенты, насколько я знаю. Клеенки, ведра, бутылки, банки, миллион корзинки. Тут все для хозяйства. Магазин. Контейнеры всякие. Вот мисочки тоже хорошие. Вот, девочки, мальчики, если кому нужны маленькие баночки, фигурные, большие, банки, склянки, закатки, бутылки, соки. Там вот здесь миллион всяких этих бутылок и крышек и всего. Ну и по хозчасти, и по разной части. И столы, и стулья, и для сада, и для огорода. И химии здесь много. Горшки. И светильники, всю мебелечку. Приехала в Юск. Хотела еще, знаете, посмотреть. Леечку, кстати, не нашла. Леек нет, все разобрано. А здесь хотела посмотреть такие, как плетеные корзины, что не все вещи влезают дома. Какие хорошенькие. Всякие столики. 400 евро. Лампочек всяких полно. Но у нас с вами с Тема пришлось. Сейчас в этом нет смысла. А так я хотела вот из мебели что-нибудь. Знаете, какой за 50 евро фонтанчик. Люблю такие штучки. Но я скорее чисто глянуть, наверное, больше, чем...
пробежаться. Вазы вот тоже бы нужны, наверное, попозже вазы. Ну, здесь всякие есть, побольше и поменьше. Ну, тоже мне нравятся такие эти вот большие. Раскладушки всякие. Здесь тоже полно всего. А у нас время только чтобы пробежаться. Быстро-быстро. Такие я хотела, как корзинки в шкафте были. Корзинка, полка, или как это сказать. Ну, такие, сейчас покажу. Тут тумбочки. Что-то вот в этом духе. И чтобы там корзинки как бы. И чтобы это было все на колесиках, потому что в комнате это... Есть такие специальные плетеные, что не вижу я. Корзинки вижу. Ну, такая как полка туда с корзинами, понимаете меня, да? Только чтобы она бы на колесиках была. Не вижу. Комоды все такие. Нет, не это я имела в виду. Это надо спокойно ходить искать, по городу ездить, тут же времени нет. Нет, да. Это такие скорее для гардеробной, как бы это тоже не то. Это коридор. Угу. Ну только вот те, да, они все стоят так. Плетеного бы хотелось, легкое, чтобы было. Бежали за овощами и фруктами для дачи. Вот здесь огурчики Леду 2,80. Такой хорошенькие такие. Это эстонские 3,80. Помидорчики 3. Черешня 6,50, вишня 6,50, клубника 5,60. Это, наверное, греческая. Эстонская клубника 9 евро. Малина 3,50. Этот крыжовник 9 евро. Вишня 6,50. С удовольствием бы не карточкой. Эстонской клубники тоже купили. Вот эти, которые по 9. Но вот она совсем отличается по вкусу, нежели польская. Или чем вкуснее. Вот как-то она, не знаю. Говорят, что на ней какие-то микробы, бактерии. Не знаю, я вымыла. Буду жива, может. Ну вот, а теперь мы с вами уже бежим к палатку центристам. Здесь уже музыка. А мы с вами сейчас будем общаться, блинчики печь, угощать.
Сейчас я камеру убираю, здесь, как правило, не поснимаешь, заняты. Но общий фон я вам покажу. Здесь палаток много разных. И, конечно, наша команда. Куда ж без них? Ребята всегда готовы. Все на месте. И все скажут здравствуйте. Сейчас такие все довольны. Скажут здравствуйте. Так скажут здравствуйте. Что за юная краса, Танюша, привет. Привет, привет. Все, вот, видите, как-то здесь. Кристинушка наша красавица. Все. Вот, сегодня здесь мы. А вот в Тондило здесь дальше, вот рядышком наша палатка, центристская. А вот в Тондило дальше, вот здесь, сам Jāņipäev, там очень много всего разного. Шашлыками пахнет оттуда очень. И ярмарка, наверное, все, но сегодня и сцена, и концерт будет. А будет костер или нет, наверное, тоже. В общем, тут интересно. С погодой везет, так что уже начинаем, как говорится, праздновать все эти Jāņipäev, хорошие дни, костры. Как это происходит в Таллине, как это происходит еще в других местах, например, на побережье Чудского, я покажу вам в следующих видео. Тоже с вами успеем, потому что после этого праздника мы на Чудское. Я вам так вот хотя бы общим планом, потому что я уже в перчатках, в переднике, я не пойду туда снимать, но запах вы, я думаю, чувствуете. И атмосферу тоже. Это еще только начало, и концерты будут, и все. Особенно хорошо ближайшим домам, да? Им вообще отлично. Ну, в общем, так. А костер будет вообще? Костер будет? Где будет? Где-то там. Вечером будет костер, да? Ну, вообще супер. Мы закончили. Время 10 час. Накормили весело основными блинами. А сейчас здесь будет и костер. Здесь будет в этом парке выступать легендарный Иво Линна. Он уже на сцене. Я ей сказала, Миш, хотела мне здесь сказать, Посмотрите, как много людей. Все отдыхают. Ну, а с вами я прощаюсь. Сегодня я хотела на дачу, но нет. Время уже 10, никак. Ой, какой хороший вальс. Все, всем пока. Всех обнимаю. До встречи. Мне кажется, я найду сейчас себе сил. У Призма открыто еще до 11, по-моему. Сейчас мы, может, сюда накидаем, тогда все-таки уедем еще ночью. Ну, что делать? 24/7. Так она вообще круглосуточная, что ли? Так она круглосуточная. Точно. Ну, все тогда. Едем сегодня, сейчас затаримся, все набрали, короче. Все какое-то нужное, не знаю. Вот знаете, в Призме, вот в этой ночной, с какого-то времени, поздно, с 9 или с 10, когда видите скидку минус 30, она превращается в минус 60%. Вот не знаю, правда это или нет. Мужу еще корзинка. Пошли в кассу.
2 часа 3 минуты. Мы приехали. Ху-ху. Мы это сделали. Мы приехали. Не представляете, какое небо. А время, видите, да, 2:04. До чего светло. Белые ночи в Эстонии. Представляете, да, это еще здесь лес, здесь еще темно. А так вообще как здорово. Совершенно светло, 2 часа. Вот.